Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер, и сегодня мы с вами будем играть в игры, суммарно потратим 24 тысячи SE энергии, сыграем в 3 аккаунтах. На первом у нас 12 тысяч, на втором 8 тысяч, 7 тысяч точнее на втором, и на третьем аккаунте у нас 5 тысяч энергии, то есть суммарно больше чем 24 тысячи энергии. И в общем-то, если вы хотите узнать, как за 5 минут, про которые я буду рассказывать полчаса, в общем-то, заработать $200, то смотрите дальше. На своем примере я покажу, как это происходит, какие ошибки можно допустить. Наболевший всем вопрос, как сыграть в игру и заплатить за нее в комиссии не $2, а меньше $1. Погнали. Итак, вот уже осталась последняя минута пошла. У меня здесь будет 11 энергии, то есть надо сходить на 6 плюс 5, да, например. 6 плюс 5 будет 11. В седьмую не хочу игру пока ходить, потому что, ну, по сумме она, по-моему, не особо не отличается. Допустим, ну, 7 60 или там, с чем ее сравнить, 3 плюс 4, допустим, 26 плюс 55, ну, выгоднее, в принципе, немножко, но что-то мне не хочется. Не хочется просто получить проигрыш сразу за 7000-ную игру, вот так вот. Ну, давай, сейчас просыпайся. Сейчас оно раздуплится, что... Баллы-то уже появились, 9600. Так, кто тут еще? Еще тут кто-то. Вот еще последняя минута идет. Она, наверное, была на втором аккаунте, я сюда перебрасывал. Почему у нее такая небольшая разница есть по времени? В общем, 6 плюс 5. Сейчас я сыграю, и будет все хорошо. Надеюсь, там по энергии хватит, потому что распределяется энергия все-таки как-то с учетом автобуса. Я думал раньше, что она вообще... Сначала я думал, что четко нужно персонажей по автобусам пихать, ты сам будешь выбирать, потом оказалось, что ты ничего не выбираешь, игра сама это как-то распределяет. Но думал, вообще в тупую потом распределяет тупо энергию, а оказалось, что нет, потому что у меня было больше там 8000 энергии или сколько, я отправляю на одну игру, и должно остаться там ровно, допустим, 2000 энергии, а остается меньше двух, то есть получается в первую игру ушло, персонажи распределились так, что ушло больше. Вот сейчас интересно тоже, что будет. Так, не забываем подкорректировать вот эту вот штуку. Так, допустим, 320 тысяч. Сейв. А ну давайте попробуем. Типа прошло? Да, игра начата. Подождите, ну подтверждение сейчас должно вылезти по поводу транзакции. О, chain error не прошло. Ну хорошо, хоть энергия не списалась. Ладно, давайте ставим по стандарту 35. Ну там я на комиссии потерял только что. Так что 35 у нас пока что нас не подводило. Тут на видео проэкспериментировал. Failed. Интересно. Прям интересно. Время теряю просто. У меня и так игра, понимаете, сдвигается. 9 часов вечера у меня. Так, ну давайте с 400 тысяч. Может, время такое сейчас, сеть более загружена. Всякое бывает. Сейчас так фейл. О, confirmed. Ждем результаты игры. 400 тысяч. Ну пусть будет сегодня 400 буду ставить. Но все равно это будет 80 центов. Так, победили. И сколько у меня осталось? Вот смотрите, как игра использовала. Вот паскудство. То есть 49-79. Надо сейчас смотреть, какими персонажами она пошла. И где мне там чего не хватает. Так, вот эти вот персонажи у меня остались свободными. И мне нужно вкачать кому-то из них 21 энергию. Давай вот сюда качнем. 21. Ладно, давайте 30. Чтобы наверняка.
И тут миллион, блин. Ну чё, пупели что ли? Дорого прокачивать персонажей. Да, прям... Хоть надо качать даже, наверное, с запасом. Вот. С небольшим запасом, естественно. Но у меня получилось, в первую игру тоже ушло чуть больше. Вот 5000, отлично. Делаем вот так. Ну, потом надо транзакции сейчас посмотреть, сколько в итоге вышло. Правда, с меня списало там, блин. В попытках сэкономить да заплатил больше. Ну, ладно. Так, здесь сыграли отлично, но вот выбрали все под ноль. Все-таки, видите, не ровно списывается и столько, сколько нужно. Давайте сейчас глянем на транзакции, что у меня там в итоге прошло по кошельку. Вот так, вот это вот, failed 80 центов, failed 88 центов, потом 89 я заплатил за игру, видите, раз, два, три, ну, 3 доллара, да, вот это туда добавилось, ну, по факту 4 доллара я только что потратил, почти, да. Ну, из-за экспериментов, так сказать. Так, ну, денежка нам добавилась, это хорошо. Давайте переключаемся на другой аккаунт. Там тоже, наверное, придется докачивать. Вот потому, как бы, хорошо иметь небольшое количество руби-бустов. Здесь у нас 8000. Пойдем на 6 и на 2. Так, это у нас, ага, это approve пока что идет. У меня 80 Б. А, ё-моё, мне сейчас нужно застейкать. Я что-то затупил. Мне ж... Это же нужно в стейкинг положить, ё-моё. Завтыкал я этот момент. Просто перевел себе 80 ВСВшек и думаю, все отлично у меня. Да, их же нужно куда-нибудь застейкать. И тут еще, да. Сейчас... ну, ладно. Здесь менять ничего не будем. Десять минут. Вот я сегодня уже затянул игру на 7 минут. Если это каждый день затягивать, то я буду, блин, среди ночи это все делать. Ладно, все добавилось. Идем в 6-ю игру. Сейчас посмотрим, сколько потратится. $380 тысяч. Пожадничаем. Снова будем жадничать. Отлично. И осталось вот это поворот. Видите, как получилось? Надо по персонажам дальше посмотреть, что у меня сыграло. Видите, как не очень удобно получилось. У меня по факту остался один персонаж. А я могу им 2 раза сходить в игру. Но, во-первых, я попадаю на комиссии. Блин, надо перераспределять. Надо перераспределять. Все. Блин, я просрал. Я так вот это считал. Так считал и зафейлил. Зафейлил я, короче, эту тему. Блин. Да. То есть один автобус по факту может съездить дважды. Один и тот же. А вот, да, с персами я распределил-то поровну, красиво. Но вот только внутри аккаунта оно не поделилось на игры.
Так, и вот глядя уже спустя там пару дней на эту ситуацию, да, у меня было 8000 энергии вот таким вот набором. Вот этот набор я вынес, и получилось, это я, наверное, забыл, я пошел не в ту игру. Я должен был сходить не 2 шестых игры, потому что 6000 здесь ровно никак не получалось набрать. Здесь у меня, вот видите, либо можно было идти 3 игроками, вот этими, получается 4000... 76, и вторыми игроками получается ровно 4000. То есть я мог сходить ровно на 2 игры 4 плюс 4, либо сходить на игру вот в таком вот варианте. Видите, здесь 3000, например, вот этих вот 2 игрока взять, это было бы 3000. Вот. И вот остальное, вот это вот бирюзовеньким, это 5000. То есть было 2 варианта: сходить поровну, либо 2 по 4, либо 5 плюс 3. То есть, а вот 6000 как бы набрать здесь, ну вот я тыкал, но реально никак не получается. Вот, так что, ну это я по факту обсчитался. Так, ну и что, ребята, если мои подсчеты верны, в первом аккаунте вот фиолетовеньким ярким это у меня выделено, по идее, на один автобус должно поехать 6000, ну и на второй тоже вот синеньким тоже 6000, там вообще с мелочушкой все довольно точно. Да, я перераспределил энергию, ну и давайте сейчас пойдем сыграем в эти игры. Но опять же, оно будет распределяться самостоятельно, и как там в итоге получится, будет... может быть не очень интересно, как говорится. По табличке видно, что, в общем, поделить на 2 игры по 6000 проблем нет. Ну, надеюсь, игра со мной согласится. Так, нажимаем Edit. У многих возникает вопрос, как это поделить. 350 тысяч. Да, если сеть загружена, может 350 тысяч не пройти. Или даже там, если сеть не загружена, может и 300 тысяч пройти. Но оставлять миллион точно смысла нет. За 400 обычно вообще не было мне ни разу, чтобы игра не прошла. Так, вот 350 прошла. Сейчас ждем результат. Отлично, я получил. Так, сейчас давайте посмотрим, сколько у меня осталось. Каких персонажей использовала игра и сколько у меня в итоге сейчас осталось. Должно вот остаться вот, ну, так же. А смотрите, ну вот что за бред. И игра не так использует персонажей, ну как их реально можно использовать лучшим образом. Ну, вот так вот нужно было использовать, да, вот, чтобы оно все получилось. А получается вот совсем не так. То есть у меня только что 200 энергии ушло, ну не 200, да, 100, ну 150 где-то энергии ушло в непонятно куда. Вот смотрите, кого она поехала. По моим подсчетам должны были ехать все тысячники, 400 и вот так вот, да. Тысячники поехали. 400 и по 400 одна поехала. Он взял 700 сюда, взял 800 сюда. Ну, чё, вот, нафига так было делать? Если нужно было взять 1400 и 1189. И все бы получилось. Блин. А он их не взял. 1400 не взял. И кого там где-то еще кто-то у меня был. Ну, в общем, не так оно использует, как мне бы хотелось. И теперь мне придется вот, 150 очков энергии вкачать. Оно как бы-то не пропадет, но зачем? Как говорится, зачем? Так, мне вот зелененькие нужны, да. Кто мне полностью зелененький? Наш 6000 энергии, чтобы было. Вот у меня, то есть, 4 персонажа неиспользованных. Вот, по нулям. И то есть, мне сейчас нужно, да, вот, решить, кому что вкачать. По факту. Ну, третьего. Не знаю, давай вот этому парню вкачаем. Ну, нам нужно не макс вкачать. Давайте посчитаем, чтобы точнее, чтобы сходить в 6000-ную игру. 6000 минус 58, 72. 128. Опять же, это не бесплатно, потому как бы не хочется лишний раз этим вопросом заниматься. Ну, давайте нажимаем Update, будем вкачивать вот этого парня самого жирного. Опять же, здесь нажимаем Edit.
Ставим 350 тысяч. Ну, это, ну, то есть лишний, там, не доллар, конечно, 80 центов, 60 центов, но зачем оно мне надо было? У меня и так все делится. Тут еще какой-то есть лимит, наверное, какой-то прикол с автобусами. Что, автобус должен ехать обязательно полный, допустим. То есть он не может поехать, что в автобусе, когда там персонажей меньше, или не знаю. Ну, в общем, после видео я буду разбираться с этим, почему произошло именно вот так. Сейчас просто мне времени терять нельзя, а то каждый день на пару минут смещается это все дело. Видите, 6002 очка. Идем в игры, нажимаем старт. Видите, то есть одни и те же автобусы сейчас едут второй раз, как бы с этим вопросов не возникает. Курс BSV, кстати, сегодня тоже был вообще 0,919, то есть 0,92 цента, то есть еще упал, значит мы получаем больше BSV. Две игры мы здесь сыграли, все отлично, переходим в другой аккаунт. Аккаунт номер 2. У меня здесь 7000, и здесь мы будем катать одну 7000-ную игру. Ну, пальцы крестом. Я сегодня уже одну игру на 5000 профукал. Не хотелось бы сегодня еще каких-либо потерь. Сейчас я вам покажу стоимость уже этой транзакции, когда мы указали газ 350 тысяч вместо миллиона. Ну, давай. Первая моя 7000-я игра. Ребята писали, у некоторых было по 3 подряд. Отлично. Отлично. Теперь вот можно как бы данные и перенести. Перенести в табличку. Так, про другие таблички я еще видео сниму. Вот 7-я игра. Вот так у нас было. Желательно все-таки играть стабильно, то есть уже набрать в аккаунт нужных персонажей и играть одну игру. Потому что потом ты запутаешься, да, может получиться так, что ты в дешевые игры играл, не проигрывал, а потом перейдешь на более высокую игру и проиграешь. Ну, будет как бы неприятно. Так, и 2 шестых игры у меня тоже было. Ну, там она, может, на какие-то центы изменилась, не будем придираться. Все равно мы сейчас в доллар не выходим. Ну, кстати, получилось, что игра, которую я играл несколько часов назад, когда курс был 0,919, то есть я получил награду в BSV больше, чем получил вот сейчас. Ну, если бы я сыграл все игры пару часов назад, я бы получил немножко больше в долларах. Ну, в BSV, точнее, в долларах-то все сейчас одинаково было бы, если бы, опять же, я все обменивал. Но мы это не можем делать, потому что у нас есть лимит. Итак, как видите, команда 3 у меня на третьем аккаунте появилась команда 3. Там 5000. Пятая игра должна была быть. Первая игра в этом аккаунте, и мы ее профукали, грубо говоря. А команда 1 отыграла 2 игры шестых, и команда 2 отыграла только что 7-ю игру. Первую 7-ю игру на этом аккаунте. Так, теперь нам нужно узнать курс ВБНБ. 478. И так вот, только что мы с вами заработали, ну, условно, 156 долларов. Ну, мы отбиваем. Мы за первый месяц отбиваем то, что вложили, а потом будем со следующего месяца работать в прибыль. Ну, как видите, то есть намного проще и удобнее, да, когда у вас персонажи имеют круглые цифры, когда вам не нужно будет возиться вот с этим вот всем добром. А даже когда вы повозитесь, это тоже как бы еще не до конца понятно, как игра распределяет. У меня, как видите, здесь все прекрасно делилось. Вот 6013. Одна игра должна была быть. И вторая игра вот 6035. А получилось, ну, сами видели, как получилось. Вот 7000 на этом аккаунте втором, вот я тоже думал сыграть на 2000 и на 4, вот разными цветами повыделял. На третьем аккаунте, который я не снимал, у меня вот сейчас 1600 и 2000. Потому что изначально планировалась здесь другая игра на 4000 планировалась, потому я как бы вкачал этого. Единственный у меня тут игрок 4-го левела, которого я купил за 180 долларов, за 1000 тоже дорого заплатил. За 180 долларов можно отхватить на 2000 персонажей. Я заплатил
ну, 1700, короче, ну, такой $20 лишних переплатил. Но тогда такие цены были. Цены меняются, да, днем одни, вечером другие, не суть важно. То есть было 717, я вкачал 300 SE энергии, и получилось вот так вот, короче. Думал на 4000, а пошел на 5000. Ну, или какие-то такие были планы. Переформатировал их, потому что, ну, в первой части видео вы видели, что у меня получилось тоже фиаско. Вот с этим аккаунтом 1,5 дня назад снималась первая часть видео. Вот тут фигня получилась. Потерял лишних 800 очков. А как я и сыграл в третью игру, у меня там автобус, в общем-то, автобус есть. Но он там, по-моему, двухместный, потому что я изначально планировал 2 игрока туда кинуть, вкачать по 2000, чтобы была игра на 4. А понадобился все-таки трехместный. Я перекинул с первого аккаунта туда один автобус трехместный и вернул его обратно. Давайте сейчас мы зайдем и посмотрим, сколько нам это дело обошлось. Ну, я там смотрел, по-моему, что-то центов 17, короче. 17-20 центов обходится перебрасывание автобуса, так что пока что эту лавочку не прикрыли, можно, в принципе, купить автобусы на один аккаунт, ну, если вам хочется, конечно, с этим возиться, и просто их перебрасывать. Ну, если у вас особенно 4-е автобусы, то как бы да, они дорогие, на каждый аккаунт их не раскупишься, а вот с 3-ми, в общем-то, проблем нет. Итак, давайте смотрим, сколько стоила сама игра. Ну, то есть сама игра обошлась в 70 центов. То есть некоторые пишут вообще там $2,5. Trust Wallet или какой-то другой кошелек. Но это никак не связано. Тут нет комиссии кошелька, это комиссия сети Binance. Я не знаю, то ли они в час пик залетали, чтобы такие цены были. Даже при... Ну, хотя, подождите, миллион, если я что-то указывал 350, а 350 это почти в 3 раза меньше, чем миллион. Ну да, там, кстати, вот за $2 завалит. Ну, пишите. Но пишут, что указывали 350, не прошло. Но я на видео вам тоже показывал. Я пытался указать там сколько, 305, у меня тоже не прошло. Указал там 320 или 340, тоже не прошло. Но бывает. Указывайте 350 или 400, и это с вероятностью больше 90%, что у вас все пройдет. Ну, ставьте 400, наверняка. Так, а перед тем, как уйти, мы таки сминтим здесь один автобус, да, отдадим этих 2 бакса, чтобы здесь начался отсчет, и через 7 дней здесь появится 3-й автобус, еще через 7 дней 4-й и так далее 5-й. Ну, не автобус, а место для автобуса, естественно. Давайте нажмем Approve, подтвердим и все-таки смитим на один аккаунт. Можно создавать бесконечное число аккаунтов, там у вас будет по умолчанию 2 автобуса, но с 2 автобусами, да, не очень удобно, особенно когда придется докидывать игроков, когда пройдет 45 дней с момента создания игрока в этом мире, так сказать, да, у него начнется уменьшаться SE энергия после каждой игры на 1%, то есть вам придется их понемногу докачивать. И с одним автобусом это неудобно, ну, с 2 автобусами. И походу, ребята, да, фигня, смотрите, я переключился на 3-й аккаунт, и здесь кнопка Mint активна, блин, а получается даже, то есть у тебя есть 2 места, ты не можешь сминтить новый автобус, потому что у тебя уже 2 места есть, то есть Mint, ну, как бы тебе, да, место не добавляет даже ни одного, ну, блин, понятно, в общем-то. Вот, в общем, сможете посмотреть на игроков, которые у меня были на 3-м аккаунте, который я сыграл на 5000 и пролетел мимо кассы. Да, сейчас, видите, здесь не совпадают автобусы с игроками, потому что здесь всего лишь автобус простенький на 2 места, а игрока 3. Ладно, переключаемся тогда на 2-й аккаунт, в раздел Buses. Отправляем 1 бас на 3-й аккаунт и нажимаем кнопочку Mint. Автобус исчез, и кнопка Mint у нас загорелась. Давайте сейчас мы тогда еще посмотрим, все-таки Mint автобуса я вам не показал, точнее, сколько переброска автобуса стоит. Вот 17 секунд назад 20 центов. Ну, оно там прыгает, и 17 центов получается, и 20 центов получается. Нажимаем кнопку Mint, шанс выпадения, сами понимаете. Ого, сколько они хотят! 1 200 000, блин. Не подавитесь. 400. Вообще космическую сумму завалили за создание автобуса. Не 1 000 000, а 1 200 000. То есть 3 бакса с меня хотели снять. Ну вот, конфирм, пожалуйста. Блин. В 3 раза меньше ставишь и нормально. Ну, шанс вы... Is minting will be available in the game в течение 30 минут. Печально. Ну, как видите, шанс получить 3-й автобус всего лишь 13%. То есть 82%, что вам попадет автобус 1-го либо 2-го уровня. Это катастрофа просто. Просто катастрофа. Потому 3-й автобус и
и 4 растут в цене. Ну а 5 нафиг никому не надо, я вообще за такие деньги. Ну 1% 1 из 100, то есть это надо, $300 должна быть цена. Ой, какой, $3000 нужно потратить, чтобы у вас выпал автобус 5 уровня. Сами понимаете, это неадекватно. Так, ну полчаса ждать тоже не прикольно. Так, решил вот вам записать свой третий аккаунт. Вот так вот он выглядит. Сейчас у меня здесь 2 автобуса двухместных. Я во втором аккаунте нажал кнопку Mint. У меня там пошел счетчик. То есть у меня там каждую неделю будет добавляться по одному месту к автобусу. Будет не 2, а в итоге через месяц будет 5. Не, через 3 недели будет 5 автобусов. А на этом аккаунте у меня как раз сминтился, то есть за $30 у меня сминтился по факту двухместный автобус. Ну, не так уж плохо, как говорится, потому что мог попасть вообще первый. Давайте, какая вероятность? Мне с вероятностью 37%, да, то есть с первой попытки 37% неплохо. Я выиграл второй автобус, а то с вероятностью почти вот 45% мне мог попасться вообще первый автобус. А третий автобус, как видите, шанс всего лишь 13. В общем, попался мне второй автобус. Я со второго аккаунта перекинул его на третий, а с третьего забрал трехместный аккаунт, перекинул на второй. Короче, получилось. Тут у меня 2 двухместных, на втором аккаунте 2 трехместных автобуса. Видите, здесь еще даже есть свободное место. Вот эти вот игроки, которые вы еще не видели. Вот я думаю, ну, как потратить мне 5300 энергии. Можно сделать 4 первых игры по 800, это будет 3200. И плюс еще 1 вторая игра. Так можно сделать. Давайте сейчас посчитаем, что это у нас будет по деньгам. Вот, допустим, давайте 4 первых игры равно вот это, вот умножить на 4. Это будет 3200 и останется еще 1 игра на 2000. То есть вот столько я заработаю, ну, либо 1 игра, если я пойду на 5000, да. Вот такая. Вот в чем разница. Здесь я заработаю 45, здесь я заработаю 40. Но поскольку здесь я суммарно сыграю 5 игр, то есть я еще минимум $5 отдам на комиссию, а здесь я отдам $1, грубо говоря. Ну, потому как бы такой дрочкой заниматься смысла нет. То есть идешь просто в 1/5 игру. Тем более я 5 игру в прошлый раз, ну, говорил вам уже, что я ее проиграл. В общем, я проиграл последнюю свою 5 игру. И потому давайте сейчас мы здесь пойдем тоже в 5 игру. Здесь у меня счетчик свободен. Я играл вообще в 4 дня. Сейчас у меня вот 8 вечера. Можно пойти спокойно себе поиграть. В 5 игру. Идем в 5 игру. Давайте отредактируем комиссию. 350. Ну, надеюсь, 2 раза подряд я не проиграю. Бывает всякое. И в 3/7 игры подряд можно проиграть. Так, транзакция прошла, как видите. 350 энергии. Сейчас я покажу, сколько это в долларах получилось. Сколько я заплатил. Да, где там моя игра? Моя игра. Так, давайте сразу будем править. Это вот 5-я игра. 3-я команда. По счету это 9-й день игры. Ну, то есть 18-й день по факту. Команда 3 у меня играла. И сегодня у нас уже 8 число. Вот так. То есть еще у меня вот сыграют 2 шестых игры в первом аккаунте. Сегодня я сыграю. И 1 7-ю игру я тоже вот как бы должен сыграть. Вот как бы такой вот план. Но вы уже видели предыдущий день. Это у меня уже прошло несколько дней. Я решил вам дозаписать. Так, и я сказал, что вам покажу, сколько я потратил только что. В очередной раз покажу вам, а то пишут всякую лабуду, что там по $2,5 за игру. Вот Play Game, смотрим. 63 цента я заплатил за эту игру. Ну, вопросов не должно оставаться. Давайте переключимся на второй аккаунт. Так, вот видите, 2 третьих автобуса. Здесь у меня вот 6 игроков. Время. Здесь 7000 энергии уже. Я перераспределил, я вам это говорил. Где тут? Вот этот аккаунт. Вот 7059 энергии. Вот по идее вот так вот оно должно съездить. На 5000 можно съездить и на 2000 съездить. Но я тут буду катать именно одну игру на 7000. Это как бы проще всего, да. Не надо, а то он распределяет, как вы видите, каким-то дурацким образом. Хотя здесь все ровно делится, да, можно спокойно съездить. Но мы видели, что выбирает оно игроков, фиг знает по какому принципу. Приблизительно, но не так, как бы хотелось. Потому здесь я буду катать игру на 5000, здесь я буду катать игру на 7000, а на первом аккаунте я буду катать 2 игры по 6. Вот так вот я решил.
Да, ну и я пост выкладывал. Huobi Global, у них Prime List, они экспериментируют с разными правилами. То у них последних 2 игры было нужно суммарный оборот средний дневной выполнить $200. Сейчас они уже сказали, что играть можно только с мобильного приложения, лочить можно как USDT, так и USD. Правила я, в общем-то, на вкладке сообщества я вот тут выложил. Вот, собственно говоря, сама игра. Регистрация на биржу, регистрация на этот Prime List. Я туда закинул 250, по-моему, долларов. Ну, это в стейкинг. И тут уже система распределения по билетам идет. Ну вот я правила перевел вам. Можете тут почитать. Один билет стоит $1. То есть вы залочили $250. Сразу у вас $1 забрался на билет. Ну, в общем-то, короче, почитайте. Так, на этом все. Всем пока.